Эта пицца из картошки уже покорила весь мир. Друзья, это нереально вкусно и просто. Такую ты еще не пробовал. Подпишись на канал, если ты тоже любишь пиццу. Беру 3 крупных картофелины. Вот такую терочку и натираю картофель. Если у вас нет именно такой терки, тогда просто натрите картофель на крупной терке. Получится примерно то же самое. По размеру картофель берите крупный, но если у вас вдруг не нашлось крупного, тогда возьмите 4-5 картофелин поменьше. Будет в самый раз. Все, посмотрите, картошечка уже готова. Перекладываю ее в миску. Заливаю холодной водой, чтобы вода полностью покрыла картошку. И оставляю минут на 15, пусть картошечка постоит. За это время из нее выделится лишний крахмал. Здесь примерно такой же принцип, как и в рецепте приготовления драников. А пока одну луковицу нарезаю не очень крупно. Я недавно с вами делилась похожим рецептом картофельной пиццы. Но поверьте, друзья, хотя эти рецепты чем-то похожи друг с другом по составу, но по вкусу они абсолютно разные. Готовая пицца очень сильно отличается друг от друга, и этот рецепт превзошел все мои ожидания. Он самый лучший на сегодняшний день. Лучок мы с вами нарезали. Разогреваю сковороду с растительным маслом и выкладываю лук. Теперь берем одну морковку, чистим ее и трем на крупной терке. Дорогие мои, а вам нравятся такие простые и быстрые блюда из картошки? Если да, тогда просто напишите в комментариях «хочу картошку» или «хочу пиццу». И я буду знать, что вам чаще можно предлагать такие рецепты. Морковку отправляю к луку и обжариваю все еще буквально пару минуток. Беру один болгарский перчик и разрезаю пополам. Вырежем семена. Вот так. И теперь нарезаем. Добавим перчик к луку с морковкой. Еще раз перемешаем и обжарим буквально 1-2 минуты. И не забудьте посолить и поперчить по вкусу. Овощи уже полностью готовы. Вернемся к нашей картошке. Она уже достаточно постояла, выделился лишний крахмал. И теперь откидываем картошку на сито и даем лишней воде, лишней влаги стечь, чтобы картофель был достаточно сухой. Все, картошечка уже стекла. Перекладываю картошку в миску. Добавляю к картошке обжаренные овощи. И хочется еще чего-то добавить в пиццу для большей сочности и вкуса. И я добавляю зеленый лучок. Посмотрите, какой он сочный, хрустящий. Пицца получится просто обалденно вкусной. Вместо лука вы можете добавить другую зелень. Вы можете добавить укроп, петрушку, базилик, то, что любите, вместо или вместе с зеленым луком. Отправляю лук к картошке. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, из какой страны вы меня смотрите. Я буду рада поближе познакомиться с каждым из вас. Разбиваю в миску 3 куриных яичка. Хорошенько посолим. И взболтаем вилочкой или венчиком. Делайте так, как вам будет удобнее. Вливаю к яйцам 1 стакан молока. И добавляю сюда же 200 грамм муки. Вместе с мукой я также добавлю чайную ложку разрыхлителя. Благодаря разрыхлителю пицца получится еще более пышной и воздушной.
И все хорошенько перемешаю до однородной консистенции. И теперь этим тестом заливаю тертую картошку. Все хорошо перемешаю. Пицца уже практически готова, осталось совсем чуть-чуть. Поэтому ставим разогреваться духовку до 180 градусов по Цельсию. Беру противень и застилаю пергаментом. Смазываю пергамент растительным маслом, чтобы готовую пиццу можно было легко вытащить из формы и она не прилипла. Выкладываю на противень картофельное тесто. И вот так вот разравниваю. Все, теперь отправляю пиццу в духовку, и она будет выпекаться примерно 45 минут при температуре 180 градусов. О, только посмотрите, какая она золотистая, красивая, румяная и очень аппетитная. Ну какая же пицца без сыра? Конечно, сыром пиццу не испортишь, поэтому трите сыр, да побольше. Получится очень вкусно. Пока я тру сыр, он сразу плавится. Ну конечно, пицца ведь из духовки, она очень горячая. Как только натерли сыр, снова отправляем пиццу в духовку. Еще буквально на 5 или 10 минут, пока сыр не расплавится. Вы можете подержать даже чуть подольше, чтобы получилась такая красивая, золотистая, аппетитная сырная корочка. В общем, все делайте так, как вы любите. Или с корочкой, или просто дайте сыру расплавиться. Ну все, я уже просто не могу дождаться, чтобы достать скорее пиццу из духовки и начать ее пробовать. Запах стоит на весь дом, он просто нереальный. Чувствую, что скоро все соседи к нам сбегутся на картофельную пиццу. А вы любите пиццу? Напишите в комментариях. И оцените, пожалуйста, рецепт, если он вам понравился, от 1 до 10. 10 – это если очень сильно понравился. Ну что, давайте уже скорее пробовать, просто не терпится уже продегустировать и узнать, что это за чудесный, божественный вкус картофельной пиццы, которая покорила весь мир. И пробуем. Друзья, это просто великолепно. Пицца получилась вкуснейшая. Это самая вкусная картофельная пицца, которую я когда-либо пробовала. Обязательно приготовьте, попробуйте этот рецепт и поделитесь рецептом с друзьями. Я думаю, они вам будут благодарны за такой вкусный, простой и быстрый рецепт картофельной пиццы. Эту пиццу вы также можете приготовить на сковороде вместо духовки. И мне в этой пицце больше всего нравится то, что она очень вкусная, когда вы только что достали ее горяченькую из духовки с пылу с жару, и в холодном виде она не менее вкусная, поэтому это замечательный вариант завтрака или ужина, который вы также можете завернуть с собой и взять на работу в качестве перекуса или дать детям в школу. Только посмотрите, как аппетитно тянется сыр. Картофельная пицца круче, чем в пиццерии. Так что обязательно приготовьте. И если вы вдруг любите пиццу с мясом, то, конечно, добавьте сюда колбасу, ветчину, бекон, сосиски, в общем, все, что вы любите. А красные помидорки тоже будут очень кстати, добавят сочности, цвета и вкуса. Пробуйте и экспериментируйте, дорогие друзья, и у вас получится самая вкусная в мире ваша фирменная домашняя пицца на картофельном тесте. И не забудь подписаться, у меня еще очень много вкусных и простых рецептов. Возвращайся, я буду тебя ждать. Ну а я пойду доедать свою пиццу, уж очень вкусно получилось. Ставь пальчик вверх, оставляй комментарий. Пока-пока и скоро увидимся.